Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы с вами подробно рассмотрим плетение валика на основе фанерного дна. Мы уже покрыли наше донышко морилкой и лаком, паркетным лаком. В продаже всегда есть уже готовые изделия из фанеры с перфорацией, которые можно использовать. Но мы предпочитаем делать заготовки сами, потому что диаметр наших отверстий соответствует размеру трубочек. И трубочки очень хорошо, комфортно вставляются, никак у нас не смещаются при плетении. Поэтому своя, конечно, заготовка лично для меня намного удобнее. Также для работы нам понадобятся специально подготовленные трубочки. В этот раз мы скрутили трубочки из полосы бумаги размером 10 сантиметров. Ссылка на мастер-класс по их изготовлению также будет под видео. Также для работы нам понадобится подставка. У меня жестяная баночка размером 15,5 сантиметров. К ней я приставляю свое дно, для того, чтобы мне было удобно подставлять трубочки и плести. Я вставляю трубочки в отверстие по всему периметру. Расстояние между нашими отверстиями составляет всего 1 сантиметр. Это довольно плотно для плетения, но зато очень красиво смотрится в валике. Не будет пустот каких-то, будет плотно укладываться трубочки. Поэтому для валика больших расстояний, вот как мы обычно плетем на 2 сантиметра, будет многовато. Тем более, что в данном случае мы хотим сплести сумочку. Для того, чтобы начать плести наш валик, мы выполняем простую загибку. Делается она очень просто. Мы берем трубочку, заводим ее за соседнюю и опускаем вниз. Вот и все. Так мы поступаем со всеми трубочками по кругу. Заводим за соседнюю трубочку и опускаем вниз. Это простое движение, мы его выполняем по кругу. Еще раз напомню, что трубочки должны быть хорошо увлажнены, чтобы не давать заломов, а плавно загибаться друг за друга. Сухие трубочки, конечно, такого плетения нам не дают. Мы выбрали цвет морилки одинаковый для окрашивания донышка и трубочек. Но вы при желании можете взять и контрастный цвет, тогда получится новое цветовое сочетание. Если сейчас немножко ослабла загибка, не страшно, мы, проплетая ее, будем потом эти трубочки подтягивать. Для этого цвета мы использовали сочетание двух морилок. Это палисандр и орех. Один к одному соединяли, окрашивали трубочки и донышко. Мы заканчиваем, загибаем 3 последние трубочки, 2, 1. Для того, чтобы нам спрятать самую последнюю, мы вытаскиваем петельку самой первой трубочки и заправляем последнюю трубочку за первую. Круг у нас замкнулся. Теперь мы к нашей загибке просто подставим, даже не будем подклеивать, 2 рабочие трубочки. Они у нас немножечко потоньше, они накручены из полосы 7 сантиметров. Подставляем аккуратненько. Они самостоятельно удержатся в плетении. Я вот сейчас просто придержу рукой, но буквально на 2 стоечки отойду, и уже будет хорошо держаться. И мы начинаем плести простую веревочку из 2 трубочек. И мы плетем верхнюю трубочку, заводим вниз под стойку нашу, нижнюю поднимаем наверх. Оплетаем каждую нашу трубочку и заодно стараемся сразу подтягивать и немножечко выравнивать, чтобы они все-таки не в разные стороны топорщились, а смотрели в одну сторону у нас. Здесь еще большой плюс в том, что вот эта веревочка, она маскирует нам часть донышка. Проплетаем эту веревочку по кругу до того места, с которого мы начинали. Сразу хочу предупредить о том, что мы стараемся не заминать эти трубочки. Они потом у нас лягут в основу валика. И нам нужно, чтобы они сохранились ровненькие, прямые, без каких-то заломов ненужных. Так, на этих трубочках мы выполняем наращивание. Наращиваем мы всегда на клей, обязательно. Буквально капельку клея внутрь трубочки широкой части. Заминаем кончик и накручиваем, чтобы практически было незаметно место наращивания. То же самое со второй трубочкой. И продолжаем плести.
Мы практически закончили наш круг, и вот мы подходим к месту, с которого мы начинали. Мы доплетаем, и наши кончики мы обрезаем и прячем в плетение. Вниз под плетение. Надеюсь, что вам видно. Вот, все. То же самое делаю со второй трубочкой. Они уже нам больше не понадобятся. Тоже прячем в плетение. Здесь я тоже подклеивать не буду. Сейчас мы поправляем наше плетение, смотрим, если что-то где-то торчит, то самое время сейчас прижать, потому что сейчас мы будем переворачивать наше плетение и уже, собственно, выполнять валик. Подставочка нам больше не понадобится. И вот перед нами лес трубочек. Теперь попытаемся наш лес трубочек превратить в красивый валик. Мы выбираем трубочку нижнюю. Можно выбрать абсолютно любую. Ну вот я, например, взяла эту. Сверху отсчитываю 4 трубочки, пропускаю их и загибаю вниз за пятую. И вот уже здесь я подрезаю кончик. Оставляем этот хвостик, его мы даже подклеивать не будем. Берем следующую трубочку. Параллельно первой мы ее прокладываем. Также мимо 4 и заводим ее за пятую. Вот как вы можете увидеть, да, следующая трубочка, она прижала этот хвостик. И все, и отсюда он у нас уже больше никуда не денется. Трубочки очень плотные, буду подрезать их сегодня кусачками. И также мы выполняем валик со всеми нашими трубочками. Проводим перед 4 трубочками, заводим за пятую и загибаем. Чтобы не считать, всякий раз просто будем заводить за следующую. И мы точно не ошибемся. Излишки трубочки отрезаем. Берем следующую. Надеюсь, что вам хорошо видно. Изнутри, видите, да, поддерживаю, не хочу, чтобы заваливались внутрь. Снаружи вот поймать такой момент, да, отрезать не слишком коротко, не слишком длинный. Ну вот по размеру заготовки. Хвостик оставили. Берем следующую трубочку. И они сами уже, как вот вы можете увидеть, они укладываются в довольно-таки аккуратный валик. И это действие выполняем по кругу. Берем следующую. Заводим, опускаем вниз. Прижимаем хвостик к предыдущей. Подрезаем. Берем следующую, вводим, опускаем вниз. Вот как можете увидеть, да, трубочки закрывают полностью все хвостики. Вот такой валик плетется очень быстро, легко и оставляет довольно симпатичный край. Такой валик можно использовать на круглое дно, овальное дно. У нас есть даже опыт плетения такого валика по форме сердечка. Поворотики мы продолжаем плести по той же самой технологии. Трубочку перед 4 заводим за пятую и опускаем вниз. Даже на поворотике это сделать совершенно несложно. Трубочки гибкие, пластичные. Есть опасность, что если очень коротко срезать кончик, то он может все-таки выпасть. Поэтому старайтесь не оставлять очень короткие кончики. Ну, в общем-то, и слишком длинные тоже. Они будут мешать. И то, и другое одинаково неприятно. Так мы проплетаем до самого конца. И уже в конце я покажу, куда мы будем прятать оставшиеся кончики. У нас осталось 3 последние трубочки, и мы заканчиваем плести наш валик. Сохраняя рисунок, мы также заводим перед 4 трубочками за пятую. Но вот теперь уже обрезанный наш кончик мы будем маскировать в плетение сюда, за эту стоечку. Заводить аккуратненько. Все. Тут очень важно соблюсти рисунок плетения. Вот как у нас шло, да, чтобы... Точно так же 4. Вот она у нас, трубочка еще не оплетенная. Мы за нее заводим за пятую. Вот. Подрезаем вот здесь коротко и прячем в плетение кончик. Другого у нас способа нет. Куда бы мы еще могли его деть? И вот теперь мы маскируем уже нашу последнюю. Вот у нас. Заводим за пятую. Завели за пятую стоечку. Коротко подрезаем. И точно так же, как предыдущие, мы маскируем кончик в плетение. Вот что у нас получилось. Нужно проверить по кругу, поправить плетение. Вот. Расправляем, поправляем. Мы поправили наш валик, полюбовались своей работой. На основе такого валика
можно сплести очень много интересных изделий, но именно этот валик послужит началом плетеной женской сумочки. На этом мы заканчиваем наш мастер-класс. Благодарим всех, кто был вместе с нами, досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И нам очень приятно читать ваши комментарии. Спасибо. До свидания.